Елена Григорьева, участница моего YouTube-канала и слушательница школы бережливого производства, в комментарии к одному из прошлых видео попросила рассказать меня об отчете формата А3. Спасибо, Елена, за твой вопрос. Я с удовольствием отвечу на него. Хочу обратить ваше внимание, что вы тоже можете задать вопрос под этим видео, написав комментарий. Я обязательно на него отвечу. Сегодня я хотел бы поговорить не столько о формате отчетов А3, сколько об А3 мышлении, A3 Thinking, особом подходе к восприятию и формированию информации. То есть я учу, знаете, руководителя не столько формальной в стороне, неформальной вот этой форме отчета, сколько мыслить определенным образом. Впрочем, все по порядку. Конечно, правильно говорить не об отчете, не один, а об отчетах А3, поскольку отчетов несколько, и используются они в разных ситуациях. Вы можете прочитать про отчеты А3 в книге Томаса Джексона «Хоси Канри. Как заставить стратегию работать». Вот она у меня в руках. Если посмотреть раздел, посвященный отчетам А3, то здесь мы увидим 6 типов различных. Вот. Кстати, X-матрица, о которой я рассказывал в одном из предыдущих видео, тоже относится к отчету формата А3. Ссылка на видео про X-матрицу сейчас появится в верхней правой части экрана. Так что кликайте, если хотите посмотреть про X-матрицу. Также есть подробное описание отчетов А3 в книге Джеффри Лайкера и Дэвида Майера «Практика DAO Toyota. Руководство по внедрению принципов менеджмента Toyota». Вот. Отличная книга. В ней уже указывают 4 типа отчетов А3. Вот обратите, пожалуйста, внимание. Мне ближе то, что написал Джеффри и Дэвид. Хотя в ходе своей работы я всегда немножко что-то меняю. Я сейчас скажу немножко крамольную мысль. Лично я очень редко использую отчеты А3 именно вот в той форме, которая есть в книгах. И которую я дальше покажу, как раз более классическую форму отчета А3. Но все документы, которые я использую, это карта проектов, различные отчеты. Даже когда я делаю презентации какие-то по идеям или концепциям, у меня они составляются именно с учетом А3 мышления. Поэтому еще раз повторюсь, что важно не столько следовать на формальной структуре, сколько духу данного подхода. Несмотря на то, что виды отчетов различны, в них есть определенная логика. Все отчеты, которые я использую, имеют 6 основных разделов. Давайте посмотрим. Первый раздел – это описание проблемы. Данный раздел должен ответить на вопросы: в чем проблема и почему эта проблема актуальна, почему вы выбрали эту проблему из множества других. Второй раздел – это цели. Раздел описывает ожидаемое целевое состояние системы по окончании проекта. Третий раздел – это анализ проблем. Раздел должен ответить на такие вопросы: каковы причины возникновения проблемы. Четвертый раздел – предполагаемые действия. Он отвечает на вопросы: каковы мероприятия для решения проблемы, какие ресурсы необходимы. Пятый раздел – это результаты. Описание раздела должно ответить на вопрос: к чему приведут предложенные действия. Шестой раздел – дальнейшие действия. Отвечает на вопрос, что необходимо делать дальше. Вот, но эти 6 разделов, еще раз, в конкретном случае я немножко корректирую. Все эти разделы соответствуют циклу PDCA. Как видите, 3 первых раздела – это описание проблемы, цели и анализ проблемы относятся к фазе P – Plan – планируй. Четвертый раздел соответствует фазе D – Do – делай. Пятый раздел – это фаза Check – контролируй. И шестой раздел относится к фазе Act – воздействуй. То есть мы идем именно по циклу PDCA. В зависимости от ситуации содержание реального отчета меняется. И я выделяю 4 типа отчетов. Отчет по предложению, отчет по проекту, для планирования проекта, отчет по ходу проекта и отчет по итогам проекта. Вот. И в зависимости от ситуации акценты и содержание отчета немножко меняются, но структура остается прежней. Елена попросила рассказать о том, как использовать отчеты А3 при планировании проекта. Это может выглядеть так, как на моем слайде. Кстати, я уже запустил новый курс по управлению бережливыми проектами. Он основан на более чем 20-летней практике реализации проектов в различных предприятиях, в различных отраслях экономики. Ссылка на курс будет под этим видео, так что кликайте, заходите на курс, возможно, он покажется вам интересным. Давайте посмотрим конкретный проект. Он называется у меня «Организация быстрой переналадки по станку». И давайте пройдемся, как вот этот проект можно организовать через отчет формата А3. Первый раздел посвящен актуальности проблемы. Я люблю графическую интерпретацию, но это не обязательно. В тех проектах, где я организую проекты на принципах А3, как правило, все-таки пишут словами. Люди как-то этим проще. Ну, в моем учебном примере указаны 2 графика. Первый – это сравнение объемов выпуска и объемов заказов.
Да, два графика. И мы видим, что в дни, когда заказ составит более 5 тонн, производство не справляется. И второй график как бы следует из первого, и он отражает дефицит, ну или неудовлетворенный спрос со стороны отдела сбыта с нарастающим итогом. Он возникает именно тогда, когда производство не справляется со всем объемом заказа. Как видите, неудовлетворенный спрос составит 1 и 2 тонны по накопительному итогу. Вот. Таким образом, первый раздел отчета А3 дает понимание, почему выбран именно вот этот участок, да, вот этот проект, в чем его актуальность. Актуальность проявляется в нарастании каких-то негативных событий, в каких-то потерях. И вот мы здесь отразили, какие потери имеют место быть. Второй раздел описывает цели. Я люблю описывать цели через определенные показатели. У меня их два, как видите. Первый – это максимальная выработка цеха в смену. Сейчас она составляет 5 тонн. Необходимо в рамках данного проекта повысить его на 20%, то есть до 5,2 тонны. И второй показатель – это неудовлетворенный спрос отдела сбыта. Его необходимо снизить с 1,7 до 1,3 тонны. Ну, тоже примерно на 20%. Использование показателей очень четко определяет целевые пороги. Они должны быть четкими и измеримыми, чтобы мы, когда проект закончили, могли четко оценить, достигли мы цели или не достигли цели. Третий раздел отвечает на вопрос, каковы причины вот этого возникновения, вот этого дефицита, да, вот этого неудовлетворенного спроса со стороны отдела сбыта. У меня представлены графики. Но еще раз напомню, что это не обязательно графическая интерпретация, может быть и текст, ну или какие-то другие формы, таблицы и так далее. У меня представлены два графика для примера. Первый – это максимальная производственная мощность по участкам. Из него видно, что участок кутирования имеет наиболее низкую максимальную производственную мощность. То есть он является узким местом. Второй график – это диаграмма Парето. И она отражает все виды потерь на участке кутирования. Как видите, самую большую долю потерь составляет переналадка. Таким образом, третий раздел отражает как бы наше понимание причин недостаточной производительности и дает основания для действий по достижению цели проекта. В данном разделе могут быть любое обоснование, не только график, который я представил. Например, это может быть диаграмма Исикава, рыбий скелет. Может быть дерево текущей реальности, если вы используете теорию ограничений систем. Квартирный поток создания ценности. Тоже сюда можно какие-то выводы включить. Любые виды трендов, структурных методов анализа. В общем, любые методы, которые позволяют нам разобраться в текущей ситуации и найти первопричину. По третьему разделу есть небольшая оговорка. Очень часто, когда мы запускаем проекты, у нас нет данных по потерям. Мы не можем аргументированно обосновать первопричины. И такое часто очень бывает. Именно поэтому большинство проектов у меня имеет две ярко выраженных фазы, которые оформляются отдельными картами проекта. Если вы хотите использовать одну форму А3, то заполнение может быть растянуто по времени. Если вы не знаете причины, препятствия достижению цели, нужны исследования, то сначала оформляются два первых раздела, да, необходимо провести затем анализ и тогда сформулировать все остальные разделы. Вот такая вот у меня получается методологическая особенность, фишка. То есть отчет А3 может оформляться не в один момент, а по мере движения по проекту. Далее идет план мероприятий. Здесь несложно. Мероприятия, там ответственные, даты и затраты. Это согласно циклу 50 этап DO. Делай. Раздел результаты проекта должен дать четкое представление о том, как мы будем принимать его итоги. Необходимо отразить весь перечень ожидаемых результатов. Это не только достижение целевых показателей, да, сокращение времени переналадки не менее чем на 40%, вывести производительность участка кутирования на 5,2 тонны в смену. То есть это прям формальные оцифрованные данные. Это могут быть какие-то документы. Видите, у меня в форме есть такой раздел, как разработана стандартная операционная карта по переналадке. Могут отражаться какие-то результаты в области квалификации, развития людей. Как у меня, все операторы обучены порядку переналадки этих станков. Могут быть какие-то дополнительные результаты. Ну, например, как у меня, участок приведен на соответствие стандартам 5С. Это тоже может быть таким задаваемым результатом в рамках этого проекта. Чем подробнее вы опишете результаты, тем вам легче будет проконтролировать итоги проекта. Поэтому все результаты не стесняйтесь, не ленитесь, перепишите. Последний раздел – это дальнейшие шаги и нерешенные проблемы. Кстати, вот часто в своих проектах я вот в этот раздел немножко иначе его называю и добавляю сюда риски проекта и минусы проекта. Вот такая методологическая особенность есть. Данный раздел отражает, что не будет достигнут в рамках проекта и что может быть после него. Давайте посмотрим, что у меня в примере написано. После реализации проекта производственной мощности не хватит на пиковый спрос. Да, вот мы отражаем, что несмотря на то, что мы узкое место разошьем, но вот этот
уровень увеличения прохода по потоку будет недостаточно, чтобы в пике его закрывать. Какие дальнейшие шаги у меня еще написано? Смотрите. Запустить проект по сокращению простой кутер в поломках и наладке. Да, потому что, помните, диаграмма Парето — это вторая по объему потеря вот на данном участке. Что еще планируется по итогам этого проекта? Что дальше? Какие дальнейшие шаги? Это сократить время на пересменку. Помните, это третий по объему размер потерь, который был представлен на диаграмме Парето. Еще один дальнейший шаг, который есть, это провести анализ операций формовки. Да, если посмотреть на тот анализ по производственной мощности по отдельным участкам, мы поймем, что формовка — это следующий после кутирования этап с наименьшей производственной мощностью. Как бы команда говорит, что вот следующим этапом надо там тоже посмотреть на потери и расшить, возможно, потенциально следующее узкое место. Вот, то есть, опять же, повторюсь, что отчет А3 не всегда формируется, знаете, сразу. Да? И вот какие-то разделы могут добавляться по ходу реализации проекта. Вот такие варианты тоже возможны. Я знаю предприятия, где поступает именно так. То есть, вот этот отчет А3, он формируется по мере реализации проекта. Вот, если можете сразу, пишите сразу. Если нет, то значит по ходу реализации проекта. Еще раз повторюсь, что не обязательно оформлять все в предложенном формате вот этого отчета А3, ну как у меня на слайде. Для того, чтобы обладать А3 мышлением. Давайте рассмотрим только пример. К вам приходит какой-то подчиненный, к вам как руководитель, и что-то предлагает. Ну, не знаю, неважно что. Там, создать новый продукт, закрыть или открыть магазин, купить станок. Ну, в общем, неважно, что он предлагает. Вы, исходя из мышления в формате А3, задаете следующие вопросы в следующем порядке. Первый. Какую проблему ты решаешь? Почему ты решил, что именно эта проблема сейчас приоритетна? Какие производственно-экономические показатели изменятся, если решить те проблемы, которых ты озвучил? Третье. В чем причина проблемы? Каковы корневые первопричины? Четвертое. Что ты предлагаешь сделать? Какие ресурсы необходимы? Пятое. Что компания в результате получит? Как мы поймем, что работа по проекту сделана хорошо? И шестое. Какие нерешенные проблемы есть? Какие минусы и риски по твоему предложению ты видишь? Как будем их купировать, эти минусы и риски? Это и будет отражать ваше А3 мышление. Тренируйтесь. Я постоянно применяю такую конструкцию, она мне очень помогает и доказал свою эффективность. Еще раз спасибо Елене Григорьевой за классный вопрос. Лена, слушательница моей онлайн-школы, надеюсь, что тебе нравятся мои видеоуроки. Вы можете присоединиться к онлайн-школе бережливого производства, выбрать курсы, которые вам подходят. Ссылка на них будет под этим видео. Поставьте лайк видео, сделайте его репост. Напишите комментарий, для меня это очень-очень важно. А на сегодня это все. Увидимся.